Итак, друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня на дворе у нас 3 апреля 2025, четверг, конец рабочего дня, и я отправляюсь домой. Решил нацепить на себя камеру и немножко с вами пообщаться. Итак, как вы видите, друзья, стоит замечательнейшая погода, тепло, 22 градуса, просто шикарно. Наконец-то уже тепло и наконец-то уже скоро лето. Цель видео, которое я записываю для вас, заключается в том, что у меня есть вопрос. Вопрос звучит примерно так: брать или не брать новую выхлопную систему? Вот, речь идет о, значит, полной выхлопной системы из титана фирмы SC Project, да, ну, SC проект, да. Вот, надо сказать, что в прошлом году, когда я возвращался из Турции, у меня возникло такое желание, думаю, все, приеду домой, куплю себе эту систему выхлопную, да, полностью, то есть имеется в виду выпускной коллектор и сам глушитель. Вот, но после того, как я приехал домой, посмотрел на цены, думаю, да, блин, нет, подождем лучших времен, дороговато. Вот, и сейчас вот начался новый сезон, и у меня опять засвербило в одном месте, я поэтому решил все-таки вернуться к этой теме и посмотреть еще раз. Вот, но хочу сказать, почему у меня и возник этот вопрос, почему я и решил его озвучить. Дело все в том, что когда я уже вроде как определился, думаю, ладно, возьму, куплю эту систему, поставлю на мотоцикл, то при внимательном осмотре я заметил там некоторые моменты. Вот, сейчас я заеду на паркпляц, и мы еще подробненько посмотрим. Речь идет о выхлопной системе SC Project, да, только полностью из титана. Вот, начиная, значит, с выпускного коллектора и самим глушителем. На мотоцикле у меня уже стоит титановый глушитель, да, но вот эта вся коллектор у меня стоит оригинальный, стоковый. И, собственно говоря, когда я начал рассматривать, уже подробно рассматривать, значит, ну, на картинках, на видео эту выхлопную систему, у меня возникли некоторые, ну, как бы сомнения по поводу того, покупать ее или нет. Вот, я сейчас расскажу свои сомнения, да, ну, расскажу плюсы и минусы. В комментариях вы напишите свое мнение. Возможно, что вы добавите к плюсам плюсы, к минусам минусы, или там наоборот как-то. Но тем не менее, вот сейчас я поясню, что я имею в виду. Итак, значит, из плюсов, да, главный, наверное, плюс — это такая мотивация иметь крутую выхлопную систему из титана, да, а-ля, скажем так, Париж-Дакар. Вот это вот, наверное, самый такой главный плюс этой системы. Вот. Второй, наверное, плюс, который можно было отметить, это, конечно, вот титановый коллектор, да, титановый коллектор, который идет сюда из прочного материала, очень легкого. Вот, ну, сразу скажу, что на весе относительно стокового, относительно вот стока, очень хорошо можно сэкономить, порядка там, наверное, 3 килограмм приблизительно, да. Но так как в основном тяжелая банка, но у меня банка уже стоит хорошая и легкая, поэтому если только коллектор, то получается, что в весе я не так много выиграю. Но тем не менее, это можно записать в плюс. Вот. Следующий плюс — это отсутствие катализатора, который стоит вот здесь, да. Ну, можно сказать, что отсутствие катализатора дает, скажем так, еще дополнительно 2 плюса. Это
Ну, вроде бы как повышение мощности, немножечко момента добавит, мощности, так, мотор чуть-чуть задышит. И второе, это, конечно, звук. Звук будет более такой, более четкий, отчетливый, ну, немножечко громче, да, вот, но мне, собственно, громче-то как бы и не надо, вот, но все-таки, если звук будет более такой, более серьезный, то будет, конечно, неплохо. Ну вот, в принципе, и все плюсы, которые я смог для себя отметить, вот. И все бы ничего, но когда я начал внимательно смотреть на эту систему, то я обнаружил ряд недостатков. Первое, да, из минусов. Все дело в том, что эта система рассчитана на простую Африку, а не на Adventure Sport, на которой не стоит вот эта защита. И там написано, что, значит, коллектор где-то будет задевать за броню, да, за защиту, скорее всего, вот здесь вот, там, потому что вот этот изгиб будет более такой, более плавный, и, возможно, нужно будет как-то подрезать или, может быть, чуть-чуть сместить ее здесь, там, в общем, я подумал так, можно сделать, чуть-чуть сместить броню, допустим, опустить или там в сторону, или здесь немножечко так выгнуть. Вот. Я думал здесь, возможно, прорезать чуть больше, как вариант. Вот. Но это как бы можно сделать, но все-таки это уже минус, да? Потому что стандартно защита двигателя не подходит. Первое. Второе. Отсутствие катализатора, да? Можно сказать, что это плюс, но можно сказать, что это минус, так как, например, прохождение TÜV, техосмотра, могут возникнуть проблемы, да? Ну и, естественно, за отсутствие катализатора предусмотрен штраф 90 евро при контроле, но я так думаю, что контроль это, ну, маловероятно, вот, а TÜV можно поставить обратно эту систему, пройти TÜV, потом опять все снять. Ну, тем не менее, это так или иначе минус, да, по-любому минус. Заморачиваться надо будет с этим делом. Вот, но и еще третий минус, который больше всего меня как бы еще беспокоит, это то, что, значит, вот этот вот загиб немножко выше, и вот эта банка раллийная, да, она стоит, ну, раньше начинается, да, чуть-чуть, она короче, поменьше, и она стоит немножечко под большим углом, вот так. Соответственно, вот примерно вот настолько она выше, да, там порядка, там, наверное, 4-5 сантиметров. То есть вот так вот угол сюда вот она идет. И где-то вот здесь вот она кончается. Вот так будет. Соответственно, сумки, которые у меня здесь висят, они относительно моего глушителя, ну, вот так вот висят там, наверное, в сантиметре, может быть, ну, там, 1,5-2 сантиметра максимум. Сумки вот так параллельно глушителю висят. То в случае вот этого глушителя нового, он будет, сумка будет, в общем, касаться глушителя, и нужно будет опять заморачиваться над тем, чтобы сделать, ну, какую-то защиту, или сюда установить, или, короче, к сумкам пришить и так далее. Вот. Поэтому я вот не знаю. Сперва я загорелся вроде бы купить, но потом вот это все подумал, и как-то не очень теперь горю желанием. Вот. Но желание все-таки есть, и вот я поэтому решил, думаю, что, интересно, скажете вы по этому поводу. Может быть, у вас есть какой-то личный опыт, вот как и что относительно катализатора, да, относительно вот вообще вот этого тюнинга с этой трубой. Друзья, какой запах, какое небо! Ёлки-палки, а! Вот это вот черемуха, это, наверное, дикая черемуха, но вот черемухой так пахнет. Сразу вспоминаю май месяц, и как в школу ходил. Небо-то какое! Вообще красота какая! Вы знаете, ладно, сейчас поедем по дороге. У нас есть еще немного времени, поговорим по дороге. Я вот часто говорил в своих видео о том, что у человека нет
не существует плохого какого-то возраста. Молодость замечательна, но и старость, скажем так, зрелость и старость тоже замечательны на самом деле. Потому что я вот могу сказать по себе, вот раньше, ну, я обращал, конечно, внимание на красоту природы, там, на все такое, но из-за того, что много суеты, да, пока ты молодой, какие-то планы, проекты, желания, не знаю, маленькие дети, родительские собрания, сопли, болезни, там, и все, вот это все крутится, вертится, и ты как бы не находишь времени вот как-то посмотреть на вот эту красоту, задержаться на какое-то время, да. А сейчас, сейчас такой возраст, раз посмотрел и завис. И завис, так и смотришь. Думаешь, ух ты, классно как. Вот это да. Вот. Поэтому вот еще есть такое понятие, когда вот, ну, говорят, с возрастом человек становится каким-то сентиментальным, там, смотрит какую-то мелодраму и уже плачет. Вот. Но я хочу сказать, что, наверное, это не сентиментальность такая, да, а, скажем так, просто человек гораздо глубже погружается вот как бы в основу того, что он видит или слышит, да. Он как бы не суетится, погружается туда глубже, и, конечно, оно глубже ему проникает. О, какой мишка! И, соответственно, вызывает более такие, возможно, какие-то острые чувства, которые заставляют его так вот реагировать. Я думаю, что связано с этим. Вот. И я вообще рад, что, блин, я дожил до стольких лет. И, кстати, вот насчет этой трубы, вот, я давно засматривался на эту систему. Да, еще хочу сказать, что другие варианты я не рассматриваю, никакие там Акроповичи, еще что-то. Именно вот эту фирму SC Project, да, и все. Вот, или она, или никакая. Вот. Я прекрасно понимаю, что само по себе отсутствие катализатора, может быть, и ничего не даст, в принципе, потому что я тут почитал форумы различные, и, ну, кто-то говорит, что чуть-чуть вроде как ощущается, кто-то говорит, что нет. Будет ощущаться только в том случае, если мы поработаем вот со впрыском. Вот, но это, опять же, да, впрыск, это нужен стенд, чтобы действительно настроить мотор, нужен стенд. А так просто наугад там что-то менять, мне кажется, что не очень все это правильно. Поэтому получается, как бы катализатор удалишь, ну, вес облегчишь, как бы мотор, наверное, я думаю, будет дышаться ему будет легче, я предполагаю. Хотя вот настройки самого впрыска, они же рассчитаны на этот катализатор. Поэтому, чтобы добиться большего крутящего момента и мощности, нужно настроить, настраивать вот впрыск. Поэтому вот так вот. Ну, я не хочу туда лезть. Я уже думал как-то одно время купить вот этот Dynajet Commander, вот этот. Вот, его поставить. Но, думаю, нафиг надо. Короче, не хочу я связываться. Я не могу сказать, что мне не хватает мощности. Мощности, блин, за глаза. Поэтому и как он работает, и все устраивает. Но вот сейчас я еду. Если бы чуть-чуть добавить еще немножко звучания, да, но с другой стороны, опять же, я могу выкрутить свои вот эти ДТ-киллеры, и он опять зарычит. Поэтому не знаю. Так что все, ребята, увидимся в следующем видео. Всем пока.